Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, новая пятерка отелей уже на подходе. И мы продолжаем изучать город Хайян. Только будьте внимательны, когда бронируете отели. С 1 июля этого года город Дананг и Хайян были объединены, и при поиске отелей в Дананге выдают отели Хайяна и наоборот. Смотрите локацию. Перед тем, как начать, мы поздравим обязательно нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же выиграть 2 прохода в бизнес-зал? Обязательно оставляйте комментарий под этим видео, и, может быть, именно вы в следующем выпуске станете победителем. А сегодня мы обозреваем такие отели, как Kauai Green Villa Hoi An, The Moon River Homestay and Villa, Palm Garden Resort, Mango Garden Hoi An Homestay и Mad Monkey Hoi An. Ну что, полетели? И начинаем мы с Kauai Green Villa Hoi An. Это довольно простая вилла, на которой не доберешься на машине, там в конце надо пешочком идти, но находится все в интересной локации, до которой мало кто доезжает, добирается только если специально туда едет. Все очень минималистично, просто, нету подъельника на одеяле даже. Очень просто. Да, это Green Pharma, это фирма, на которой выращивают огурцы, помидоры, зелень, и проводятся как раз кукинг-классы. Там есть большой ресторан рядышком, приехать, заплатить, и с утра вы идете на грядку, собираете все, что нужно, например, для спринг-роллов, и готовите уже из того, что вы собрали на грядке. Да, именно если вы хотите поближе к земле ощутить реальное сельское хозяйство Вьетнама, а точнее Хайяна, то обязательно посещению данная локация. Отель сам очень простой, это вилла, бассейн есть, такой мутноватенький, немножко почистить и будет замечательно. Номера простые, но если вы будете кататься по городу, то прям замечательно, велосипеды есть бесплатно, поэтому не вопрос. До магазина 15 минут, до моря чуть подольше, до центра города тоже. Есть также завтраки, но мы их Не заказывали. да. Сколько ставишь? Я здесь 7 поставлю. Да, такой простенький отель, но жить можно всем прям хорошо заслуживает. И было много муравьев, которые пошли толпой. Поесть наши сладости. И перемещаемся мы в The Moon River Homestay and Villa. Он находится в той же локации, только чуть подальше, и там было засилье непонятных мошек. Там очень много стрекоз летает и мошек. Ну, потому что находится прямо на берегу реки, слава богу, комаров не было, но какие-то мошкара летала, поэтому там уже есть, естественно, Дорога. Какой дорога? Я про комаров говорю, это средство от комаров. Фумигатор. Фумигатор, да, стоит, поэтому здесь уже можно доехать на машине, есть дорога, да. И уехать. И уехать. Небольшой, всего номеров, наверное, 6. Много европейцев. Тут же у них находится кухинг-класс, у них прям большая площадь для этого. Муж повар, и вот как раз он проводит эти мастер-классы. А я здесь тоже 7 поставлю, равнозначную с предыдущей. Ну, уже хороший интернет, тоже нормально работал, поэтому не проблема. И перемещаемся мы в Palm Garden Resort and Spa Hoi An, 5-звездочный резорт. Ну что, из хомстеев в резорт. Дорогой резорт, ну, с супер-пупер уровнем сервиса, но обо всем по порядку. Резорту уже 20 лет, но они все поддерживают в норме, проводят реновацию. Там не просто в норме, там отлично все. Во время того пребывания 2 дней в этом отеле везде кто-то что-то копошится, что-то делает, подрезают кусты, стригут газоны, подшаманивают, прям великолепно. Уникальность в том, что есть лаунж, впервые вижу такое. Доступно. Да, вы можете, когда приедете, посидеть в этом лаунже, либо перед отъездом, бесплатно, без проблем сидите, есть фрукты, какие-то пироженки, да, кофе, чай, напитки. Бесплатно, великолепно. Да, совершенно согласен. Территория большая, есть где разгуляться. И самое интересное, каждый день проводятся разные активности. В понедельник это кукинг-класс, фонарики делали. Отель стимулирует, чтобы к ним приезжали на неделю. Например, все активности попробовали. В Коксовике находится красивый бассейн, где можно отдохнуть. Есть один ресторан, где завтраки проходят, второй ресторан на набережной, уже бар. И очень чистый довольно пляж. Потому что мы были в соседнем бич-клабе, там прям тихий ужас. А здесь прям Есть еще и третий ресторан. Это уже японский ресторан, да? Да, там проводят шоу. Перед вами повар, кулинарий, готовит вам еду. Прям тоже прикольно. Сходил 2 раза, посмотрел. Рекомендую. Номера сами просторные, большие. Берите лучше, естественно, с видом на море. А если большие какой-то компании едете, либо большой семьей, есть виллы, 3-спальные виллы, поэтому 6 человек плюс. Замечательно. В мастер-бедрум сауна даже. Да.
Steam сауну. Завтраки тоже на уровне, езди разгуляться за один день, за два, наверное, сегодня попробуешь, поэтому лучше приезжать тоже на несколько дней. Удобно, что есть и местная кухня локальная, есть и европейская. Каждый найдет чем полакомиться. Я с удовольствием 2 дня ходил и пробовал разные. Прям классно. Расположение вдалеке от основной части города, но есть шаттл-басы 3 раза в день ходят, и также есть велосипеды, вы можете добраться в удобную локацию для себя. Велосипеды бесплатные. Там есть спа-комплекс довольно комфортный, можно бесплатно сходить попариться и также окунуться в джакузи. Попариться это ты уж, конечно, загнул, посидеть в сауне и посидеть в хамаме, веников нету, поэтому не попаришься. Также есть там и массаж. Интересовался у гостей, которые постояльцы там были, ходили как раз на массаж. Им очень понравилось, прям порекомендовали мне, ну, соответственно, я вам рекомендую, раз народ потряс. Здесь был самый лучший хамам в мире, из которых я вообще был. То есть он был хоть горячий, то есть ты зашел, тебе и пар есть, и с потолка ничего не капает, как это бывает, и тебе жарко. Вот это прям хорошо. Детская комната также рядышком и спортзал. Ну, такие простенькие, Ну, это мало кто заходит. развлечения для детей и спортсменов есть. Четвертая десятка. Соглашусь, 10 здесь поставлю. Прям классно. Кстати, если вы скажете Picard Travel, обещали какие-то подарки. И мы возвращаемся в Homestay. Это Манго Гардан Хоян Homestay. Там где-то вилла написано, где-то Homestay. Они не могут определиться иногда. Но тут совсем все просто. У нас был номер на 1-м этаже с видом на сад. Вот такой стеновой сад. Притык как... Это как выдалась. Нет, там стена была одна, а тут как-то она скрытая. Вот. Там горшочки просто стояли, а тут уже бананы стояли. Но за такой бюджет, $15, наверное, заплатили, недалеко от центра. Так, хорошая локация. Но буквально на ночь, я думаю, то есть останавливаться на долгий срок, но не знаю. Мы на такие же деньги бронировали в Homestay еще и с завтраками. Здесь и велосипеды платные оказались, но он находится в 10 минутах ходьбы от старого города, что тоже очень удобно. Расположение хорошее, но так я бы не останавливался, не рекомендовал бы. Остановиться можно, то мы же остановились. Нормальный интернет работал. Нет, если только спать, то почему Ну, бы... да, но за такие деньги есть поинтереснее варианты с завтраками, поэтому я бы не выбрал его. Я 8 здесь поставлю, плюс расположению. Не, я поставлю 7, как и предыдущий Homestay, он слишком не выделяется. Там поприятнее находиться, здесь локация получше, поэтому. И завершаем на сегодня обзор Mad Monkey Hoi An. Ну, это хостел, можно сказать, в первую очередь, чем отель. И здесь очень много молодежи из разных стран. Прямо если хотите завести новых друзей, я думаю, вам сюда. Но также есть и отдельные номера, мы как раз бронировали такой. Тоже хорошенький, недавно открывшийся, видимо, сменил владельца, ну и саму концепцию. То есть был отель и стал хостел. Номера даже где хостел небольшие, 6 кроватей, ну, есть побольше, двухкомнатные, так сказать. Ну, прям прикольно, есть небольшой спортзальчик, где есть коврики и гантели, и все, больше ничего нету. Так что йогой позаниматься можно. Бассейн есть, чистенький, хорошенький, сетка есть, играют, так сказать, водный волейбол, поло можно. Лежаки есть. Завтраки, но завтраки очень простые. По меню заказывайте панкейки, либо фрукты, либо омлет. Нет. Короче, ну такой простенький. Вечером каждый день новая анимация, фестиваль вьетнамской кухни, вам готовят, и что-то за 400 тысяч можно попробовать именно национальную вьетнамскую еду. Если вы большой компанией едете сюда, будет вообще классно, прикольно тоже. Такой, знаете, как лагерь, берете себе один большой номер с разными кроватями и устраиваете себе веселье. Потусоваться можно до, наверное, до 12, до часу они тусуются. Еще бы остановиться, да, причем койко-место там дешевое. То есть номера дороговастые, а вот койко-место, если вы в компании большой поедете, прям классно. Мы чисто случайно попали в этот отель, просто в этот день мы не забронировали ничего, и был фестиваль фейерверков в Дананге, и так получилось, что это единственный был отель такой по более-менее цене, так скажем. Все очень комфортно, находятся они на окраине как раз города, можно и до пляжа добраться быстро, и до старого города, тут ровно посередине где-то получается. В принципе, рядом кафе и рестораны, пешком можно дойти, велосипеды в наличии, также можно арендовать мотобайк, велосипеды бесплатные. Все очень комфортно, красиво. У нас была
единственная проблема с кондиционером, он не дул холодным воздухом. И ждали какое-то количество времени мастера. Под вечер он пришел, сказал завтра, но я настоял, и он прям молодец такой. В воскресенье вечером взял и промывал его целый час. Мы завтра бы уехали уже, зачем нам завтра? Ну, у них бывает тут все завтра. Не понимаешь, что есть терпение вечером. Пока у вас будет все работать изначально, контролируйте процессы, дует, не дует, а потом уже завтра говорите. Ну, рекомендую, скажу, что мне очень понравился, я 9 здесь смело поставлю, сниму балл немножко за завтраки, потому что, могли поинтереснее сделать. А я здесь 10 баллов поставлю, мне прям все очень понравилось. Я даже завтраком наелся, несмотря на то, что я брал только фрукты. Не знаю, я не наелся. Напоминаю, что все отели мы бронируем на нашем сайте или в нашем приложении. Если вы забронируете отель именно там, то сможете принять участие в нашем новогоднем розыгрыше. Чем больше бронирований, авиабилетов либо отелей, тем больше шансов на выигрыш. А в нашем телеграм-канале вы найдете варианты, как раз как добраться до этих отелей. Переходим к нашему рейтингу. Все логично. На первом месте Palm Garden Resort Haiyan, на втором месте Mad Monkey Haiyan. Дальше я поставлю Homestay таким образом: The Moon River Homestay and Villa, потом Track You Green Villa Haiyan, и завершит у меня все Mango Garden Haiyan Homestay. Я с тобой полностью соглашусь именно в таком виде. А поеду я таким образом. Сначала Mad Monkey, он недалеко от старого города, потом я заеду в ферму, это Moon River, в остальные хомстеи не поеду, и завершу на пляже Palm Garden Resort Haiyan. Да, согласен, как раз в Хайян можно кататься на 3 дня. Не забудьте сказать Picard Travel, вам какой-то, возможно, сюрприз будет. Ну что, на этом у нас все. Завершаем этот выпуск. Хотите принять участие в нашем розыгрыше прохода в бизнес-зал, обязательно напишите комментарий, какой отель вы бы хотели посетить, либо чтобы мы их посетили. У нас дальше Малайзия, Сингапур, Вьетнам и Таиланд, куда мы поедем, и там, может быть, именно снимем ваш отель, который хотите. Ну что, завершаем. На этом все. Пока-пока. Увидимся.